Чужих детей не бывает, и неважно, кто ты, человек или животное. Немецкая овчарка стала настоящей мамой для двух брошенных львят, от которых отказалась их собственная мама. Однако через несколько лет произошло что-то шокирующее. В небольшом заповеднике для диких животных под названием Белый лев уже в течение года находилась львица по кличке Сирона. 18 сентября случилось замечательное событие. Сирона родила сразу двух красивых львят разного пола. Это были первые роды у львицы. Кроме того, Сирона попала в заповедник после того, как она сама едва не погибла в дикой природе от серьезной болезни. Из-за этого Сирона была очень скована и не уверена в себе. Все это привело к тому, что после рождения двух львят, материнский инстинкт у хищницы так и не возник, и она отказалась от собственных детенышей. 3 дня сотрудники заповедника с нетерпением ждали, что у Сироны наконец-то появится материнский инстинкт и она станет кормить своих малышей. Но все было напрасно. На 4-й день ветеринары забрали маленьких львят у матери львицы. Это были брат и сестра, у которых была крайняя степень истощения из-за того, что Сирона так ни разу их не покормила. Сотрудники заповедника даже боялись, что детеныши могут не выжить. Но, к счастью, ветеринарам удалось накормить малышей питательной, молочной смесью из бутылочки. Через неделю они уже стали выглядеть гораздо лучше, и их жизням ничто больше не угрожало. Однако сотрудники прекрасно понимали, что одной только молочной смеси львятам будет недостаточно. Без матери и ее молока животные вырастут слабыми и худыми, совсем не похожими на грациозных африканских хищников. К счастью, семья из соседнего города согласилась передать в заповедник для выкармливания львят свою 8-летнюю немецкую овчарку по кличке Сандра. Собака совсем недавно родила щенков, и в ее вымя было полно питательного молока. Ветеринары прекрасно знали, что собачье молоко отлично подходит для многих видов животных, в том числе и для львят. Когда Сандра в первый раз зашла в вольер с маленькими львятами, весь персонал заповедника застыл в молчаливом напряжении. К счастью, собака приняла обоих львят, а они уже через несколько минут начали сосать из ее вымя питательное молоко. Все сотрудники вздохнули с облегчением. Ветеринары были очень рады, ведь это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида. Самое удивительное в этой ситуации было то, что Сандра с самого детства не может терпеть кошек и постоянно на них лает. Но в случае с львятами удивительная собака сразу почувствовала, что детенышам нужна срочная помощь, и вскоре она стала для них настоящей приемной матерью. Конечно, львятам требовалось гораздо больше молока, чем обычным щенкам. Но ветеринары не беспокоились, так как Сандра уже рожала по 8 щенков за раз, и их всех она выкормила самостоятельно. В этот раз у собаки родился лишь один щенок, и ей не составляло труда кормить его вместе с 2 львятами. Когда через несколько недель львята значительно прибавили в размерах и весе, сотрудники заповедника лишь немного добавили в их рацион молочной смеси в бутылочке. Маленькая львица была слабее своего брата, и первое время ее здоровье вызывало опасения у ветеринаров. Но благодаря помощи немецкой овчарки она смогла восстановиться и догнать брата в своем развитии. Малыши быстро начали расти и стали играть между собой под постоянным присмотром Сандры, которая не только кормила обоих детенышей, но и каждый день тщательно вылизывала их своим языком, чтобы они не заболели грибком или другими опасными заболеваниями. Ночами собака согревала приемных детей теплом собственного тела. Так прошло несколько недель. Львята значительно подросли и даже стали больше своей приемной мамы. Их острые клыки и когти стали представлять опасность для Сандры, поэтому собаку отвезли обратно домой, а львят пересадили в новый просторный вольер, где они себя прекрасно чувствовали и продолжали свое развитие. Через 2 года львята превратились в красивых грациозных льва и львицу. Хозяин Сандры по приглашению директора заповедника приехал туда вместе со своей собакой, чтобы она смогла увидеть, как выросли ее приемные дети. Немецкая овчарка несколько мгновений смотрела на суровых зверей, а затем неожиданно забежала в вольер.
Сотрудники заповедника вздрогнули, так как реакцию взрослых львов, которые уже 2 года не видели свою приемную маму, было сложно предсказать. Хищники без промедления направились в сторону собаки и первым делом обнюхали чужака. Один из сотрудников уже хотел зайти в вольер и вытащить оттуда Сандру, пока львы не разорвали ее на куски. Но директор заповедника остановил его. Мужчина понял, что львы узнали свою приемную маму. И уже через несколько мгновений они начали тереться об нее своим густым мехом, а затем улеглись рядом с Сандрой, словно вновь почувствовали себя маленькими, беззащитными щенками. Сандра стала вылизывать своих значительно подросших, приемных детей, тоже нисколько не забыв о них спустя 2 долгих года. Происходящее настолько тронуло сердца сотрудников заповедника, что многие из них не могли сдержать слез, а хозяин собаки удивился, насколько сильной может быть любовь между матерью и ее детьми, даже если они относятся к совершенно разным видам. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал.